Военные события на Ближнем Востоке вступают в новую, гораздо более напряженную фазу. Мир стоит на пороге серьезных геополитических сдвигов, и эпицентр этих изменений — Сирия. В течение ближайших 2 месяцев Соединенные Штаты Америки начнут поэтапный вывод своих войск с сирийской территории. Это решение Вашингтона стало шоком для многих, но особенно для Израиля. Несмотря на все закулисные переговоры, несмотря на давление через лоббистов, несмотря на угрозы нестабильности, Белый дом не изменил свою позицию. Израиль обеспокоен. Но теперь его тревога перешла в фазу острого стратегического страха. Газета «Едиот Ахронот» цитирует источник в израильской системе безопасности. С уходом США мы рискуем потерять рычаги контроля над ключевыми зонами. Особенно если туда войдет Турция. Именно Турция теперь в центре внимания. 2 дня назад заместитель министра иностранных дел Турции Нуух Йылмаз выступил с сенсационным заявлением: Анкара готова к формированию регионального оборонного альянса. В его состав, по словам Йылмаза, войдут Сирия, Ирак, Ливан, Иордания, разумеется, сама Турция. Цель — не просто укрепление границ. Цель — сдерживание израильского влияния и восстановление баланса в регионе. Впервые за много лет Турция открыто позиционирует Израиль как источник дестабилизации. Это не просто дипломатический выпад. Это прямая политическая атака. Ответ Израиля не заставил себя ждать. По всей линии сирийско-израильского соприкосновения начались удары по инфраструктуре, предположительно связанной с Турцией. По мнению аналитиков, это были сигнальные атаки, предупреждение о недопустимости турецкого вмешательства в сирийскую зону. Одновременно Израиль выдвигает ряд военных условий: полное удаление тяжелого вооружения с территории Сирии, отвод боевых средств минимум на 60 километров от границ Израиля, разоружение сирийского неба, полное исключение систем ПВО, в том числе российских С-400 и турецких комплексов «Хаук». Но Турция категорически против. Она не намерена разоружать союзников. Более того, она рассматривает любые израильские условия как попытку продиктовать свою волю новому региональному формату. Напряжение нарастает. Турция Самолет закрыла с свое израильской воздушное делегацией, пространство. направлявшийся на встречу в Азербайджан, был вынужден изменить маршрут. Турция закрыла свое воздушное пространство. Это был демонстративный шаг, молчаливый, но громкий. В интервью французскому телеканалу сирийский политолог Ахмед Аль-Масалма прокомментировал: «Америка уходит не просто так. Вашингтон понимает, новая архитектура безопасности начинается именно с Сирии. Там сейчас правительство, которое справляется с внутренними угрозами. Оно не нуждается больше в внешней опоре. США уходят, потому что присутствие теряет смысл. Но для Израиля это настоящая геополитическая катастрофа. Уменьшается поток разведывательных данных, лишаются возможности наносить удары безнаказанно, исчезает логистика, обеспечивающая оперативную поддержку. Уже сейчас аналитики отмечают заметное сокращение активности Израиля в Сирии. Его военное присутствие тает на глазах. Но ключевая угроза не в небе и не на земле. Она в воде. Израиль удерживает контроль над стратегическими водными ресурсами на юге Сирии, особенно в районах Дераа и Кунейтры. Но ситуация меняется. Река Ярмук мельчает. Люди покидают деревни. И все больше голосов в регионе задаются вопросом: какова цена контроля над водой? И кто даст Израилю право распоряжаться чужими ресурсами? По словам экспертов, Израиль не намерен отступать. Даже если уйдет с баз, даже если потеряет доступ к сирийскому небу, он продолжит удерживать ключевые источники воды. Потому что в новом Ближнем Востоке вода — это не просто жизнь. Это власть, и борьба за эту власть только начинается.